Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно новой цели сообщества от фронтиров. Да, возможно, нас даже будет продвигать по лору и будет началом чего-то более. И, о счастье, нам не нужно ничего возить, она у нас боевая. Будем рашить, будем крашить. В общем, обо всем подробнее далее, а с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а контент. Поехали! Но есть одно но. Находится это дело все довольно далеко, примерно в 650, может 700 от Шинрарты, точно не помню, давайте-ка посмотрим. Система Т-Таури. Находится еще дальше, чем Майя. Чтобы вы примерно понимали расстояние, вот наша шинка 630 лет. Долететь, в принципе, не проблема даже боевыми фитами. То есть просто берете, прилетаете сюда на своем исследователе, ну, корабль с большим прыжком хотя бы, и заказываете сюда ваши боевые корабли. Либо на флотоносцы. Со всей своей аравой. В этой системе имеются две точки. Первая — это станция Хайндмайн, которую увидели до этого, станция в астероиде, в астероидном поле газового гиганта. И еще одна — Мусаши. Собственно, сдаем облигации либо сюда, в зависимости от стороны, которую мы будем поддерживать и где мы зарегистрируемся. А теперь давайте читать и вникать. Да, нынешние красоты станции — это прям, я не знаю, скиталец орков из Вархаммера. Если кто знает, что это такое, то лайкосик. А так, ну, выглядит довольно непривычно. Давайте вникать. Заходим в службу космопорта. Цель сообщества, если что, будет в горизонтах, просто в разделе миссий. И здесь у нас отдельная вкладка «Цель сообщества», что очень удобно. И, как видите, сражайтесь за Taurus Mining Ventures и сражайтесь за Аегис и адмирала Адена Таннера. Адмирал Аден Таннер – военный представитель Аегис по связям с общественностью, под чьим командованием находится гигантский корабль Мусаши, сделал следующее заявление. На астероидной базе Хайндмайн, на которой мы сейчас находимся, содержатся доказательства того, что нелицензионное антиинопланетное оружие Salvation было создано для провокации торгоидов. Теперь нам всем грозит опасность. Из-за нежелания Taurus Mining Ventures сотрудничать мы вынуждены применить силу, чтобы получить необходимые улики. Нам может не представиться второго шанса узнать, что замышляет Salvation. Я обращаюсь ко всем независимым пилотам, которые сражались на стороне Аегис, с просьбой помочь нам в выполнении этой важной миссии. Адмирал Аден Таннер просит пилотов поддержать его, передав боевые облигации на гигантский корабль Мусаши в системе Т-Таури. Обе фракции начали 7-дневную кампанию, которая завершится по достижению максимального уровня или рано утром в четверг 18 ноября 3307 года. Чтобы приступить к доставке боевых облигаций на гигантский корабль Мусаши в системе Т-Таури и впоследствии претендовать на награды, вы должны зарегистрироваться как активный участник. Обратите внимание, если в вашей команде есть дополнительные члены экипажа, часть боевых облигаций будет передана им. Эта часть не будет учитываться в вашем боевом вкладе, в вашем общем вкладе. А члены команды получат свою долю вознаграждения при передаче. Доля членов команды в боевых облигациях зависит от их рейтинга. Учтите, что изменения ситуации во фракции и другие дестабилизирующие действия могут отрицательно сказаться на рынках и стационных службах и помешать осуществлению инициативы. Хорошо. Давайте теперь почитаем, что у нас в другом. В общем, Taurus Mining Ventures. Здесь у нас повторяется все, что здесь было написано. А дальше уже другое. Плейшенс Миддлтон, представитель Taurus Mining Ventures, заявила в ответ: «Это незаконное нападение ставит под угрозу важную работу, которую мы выполняем по поручению Salvation. Ради собственной безопасности галактическое сообщество обязано встать на защиту нашей корпоративной штаб-квартиры. Taurus Mining Ventures просит пилотов помочь корпорации отразить атаку Аегис, передав боевые облигации на базу Хайндмайн в системе Таури. Обе фракции начали 7-дневную кампанию, которая завершится, и так далее, все точно то же самое». И за кого вы будете? Я вот пока не знаю, за кого я буду. Просто вроде как Salvation разрабатывает вооружение, тут они типа у них важная работа здесь по наставлениям Salvation. Интересно, интересно. И да,
Не забывайте то, что вы можете быть зарегистрированы в двух. В общем, нам нужно отправиться в зону конфликта и там вступать за ту или иную фракцию. Но, друзья, не забывайте то, что в Опене тут, возможно, будет кошмар, возможно, будут ребята вас сторожить, и, возможно, в зонах конфликтах будет слишком горячо. Ну, давайте-ка, допустим, не знаю, за Taurus Mining. Просто. Пока что я не выбираю, за кого буду играть. Сейчас я ее закрою и отвезем ваучеры. И да, друзья, не забывайте то, что здесь за уничтожение одного противника вы будете получать меньше награды, нежели с пиратов в зонах добычи и пиратских сигналов. Мало ли вы не знали и просто будете удивлены, то, что после уничтожения какого-нибудь большого корабля вам придет там, ну, 30 тысяч кредитов. Такое может быть. Ну вот, крыло спецвойск Альфа 71 тысяча. Ну вот, победа. Летим сдавать. По прилету на станцию заходим в контакты, боевые облигации, именно боевые облигации, Taurus Mining Ventures. Сдаем все это дело и бежим в цель сообщества проверять. Пожалуйста. Таким вот образом, собственно, мы и будем работать. Кстати, друзья, пишите в комментарии, кого вы выбрали и почему. Добавим активности в комментариях. Для канала вроде как полезно. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, которые я для вас отснял, друзья, и там уже больше 1500 видео. Говорю о количестве отснятого, чтобы вы понимали количество контента в данной игре и сколько тут всего различного интересного, и заняться тут, поверьте, есть чем. Не слушайте тех людей, которые говорят, что эта игра пустая. Тут очень много всего. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, ручное вооружение, корабельное вооружение, как улучшать различные модули из серии щитогенераторы, банки для щита, корпус и все вот это вот прочее. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы играть хоть в CS, хоть в дотку, не осуждаю, сам играю в различные игры и вам того советую, это полезно. И еще такой момент, да, слишком много и еще, так что плюс. Пусть будет плюс. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, свои станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, то вам в Discord, там подробные правила вступления в эскадрилью. Как минимум, шнуры мы не дергаем. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.